Америка празднует 250-летие независимости. В Иран проститься с Али Хаминеи приехали Дмитрий Медведев и афганский Талибан. Белый дом пока временит с поездкой Кушнера и Уиткофа в Москву. Там решили, что ради фото с Путиным ехать не стоит. Путин снова надел военную форму. Герасимов отчитался о массированных атаках по Киеву и якобы оккупации Константиновки. Министры иностранных дел Польши и Украины встретились и ищут пути, как помирить президентов. Венгры вышли на протесты, требуют закрыть китайские аккумуляторные заводы, которые построили под протекцией Орбана. Нью-Йорк в ожидании грандиозного события – свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Нью-Йорк начал празднование 250-летия независимости США. По Ист-Ривер в сторону статуи Свободы прошел парад парусников, собравший тысячи зрителей на набережных города. Парад стал частью праздничной программы, посвященной годовщине подписания Декларации независимости. В субботу в порту Нью-Йорка и Нью-Джерси также ожидается торжественное прохождение более полусотни военных кораблей США и других стран, а также международный парад парусных судов. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в честь 250-летия США призвал американцев жить в соответствии с идеалами, заложенными в Декларации независимости. В своей речи он говорил о роли иммигрантов, противоречиях современного общества и необходимости вместе строить будущее страны. Стоит отметить и любопытную деталь. Выступая за историческим столом Джорджа Вашингтона, мэр сел к нему с обратной стороны. Ящики стола оказались обращены к телекамерам. 250-летие — это редкая возможность для более чем 340 миллионов человек вместе обратиться друг к другу и к самим себе, чтобы осмыслить, кем мы являемся как нация. Когда мы смотрим на Америку, что мы видим? Здесь, в мэрии, сидя за столом Джорджа Вашингтона рядом с новыми американцами, приехавшими в эту страну, я не могу увидеть всю Америку. Но, как и многие до меня, я вижу Нью-Йорк. Город, который я вижу сегодня, очень отличается от того, который встретил Джорджа Вашингтона. В июле 1776 года наш город находился под гнетом угнетения. Британцы установили настолько жестокое колониальное правление, что 250 лет назад, в 80 милях к югу отсюда, небольшая группа издателей газет, фермеров и солдат подписала документ, провозгласивший истины, которые сегодня кажутся самоочевидными, но тогда были революционными. Они заложили идеалы, к воплощению которых наша страна стремится и сегодня. Независимость была провозглашена в Филадельфии, но отстояна она была в Нью-Йорке. Джордж Вашингтон последним покинул Бруклин. Когда он стоял на берегу реки на рассвете, он смотрел на воды Нью-Йорка и видел то, что на протяжении последующих 250 лет видели многие. Возможность начать все заново. Уиксвилл существует и сегодня. Это живое свидетельство того, какой мы знаем Америку. Места, которые каждый из нас способен создавать. В те годы гавань была заполнена кораблями, прибывавшими со всего мира. Сотни тысяч ирландских иммигрантов прибыли сюда с мучительным чувством голода, вызванного жестокостью имперской политики. Китайские моряки поселились в районе, который сегодня известен как Чайнатаун. Миллионы других прошли под статуей Свободы и через остров Элис. Евреи, спасавшиеся от погромов. Итальянцы, бежавшие от бедности. Сирийцы, искавшие экономические возможности. Каждый из этих новых прибывших смотрел через иллюминатор на город, который менялся так же быстро, как и вся страна. Несмотря на законы, принятые федеральным правительством, чтобы не допустить их въезда, несмотря на пожары на швейных фабриках, унесшие жизни сотен женщин, несмотря на беспорядки, направленные против самого их существования, иммигранты нашли здесь, в Нью-Йорке, свой дом и помогли создать этот город. Это наследие каждого поколения американцев, настаивавших на том, что право на жизнь, свободу и стремление к счастью распространяется и на них, не осталось в прошлом. Оно привело миллионы афроамериканцев на север во время Великой миграции. Оно привлекло сотни тысяч пуэрториканцев в Нью-Йорк после Второй мировой войны. Оно открыло путь бесчисленному множеству людей из Вест-Индии, Южной Азии, Западной Африки и со всего мира. Именно поэтому моя семья приехала в этот город, когда мне было 7 лет. Правда, друзья мои, заключается в том, что Америка — исключительная страна, потому что здесь ничто не предопределено. Граница освоения новых земель может быть закрыта. Мы уже побывали на Луне. Но работа по воплощению ценностей, впервые закрепленных в Декларации независимости, продолжается. И эта работа принадлежит каждому из нас. Когда мы отмечаем 250-летие страны, что мы видим? Мы видим город противоречий внутри страны противоречий. Мы видим самую богатую страну в мировой истории, где дети ложатся спать голодными, в то время как первый в мире триллионер хочет еще большего. Мы видим монополии, контролирующие целые отрасли, и олигархов, покупающих выборы.
Мы видим людей в масках, которые наводят страх на наших улицах, едят пищу, приготовленную нашими соседями без документов, а затем увозят их в микроавтобусах без опознавательных знаков. Мы видим страну, огромное богатство которой было создано людьми с натруженными, покрытыми грязью руками, теми, кто трудится на заводах и высекает камень. И мы видим страну, которая позволила, чтобы большая часть этого богатства оказалась в мягких руках привилегированного меньшинства. Но патриотизм никогда не заключался в том, чтобы делать вид, будто наша страна лишена недостатков. Патриотизм — это каждый справедливый акт несогласия. Это каждый марш под палящим солнцем. Это каждый протест, опередивший свое время на десятилетия. Именно потому, что мы любим эту страну, мы не отвернемся от нее. В конце концов, кто любит Америку больше, чем те, кто пожертвовал столь многим ради того, чтобы сделать ее свободной? Мы видим Америку каждый раз, когда соседи берутся за руки, не спрашивая друг друга, как давно они здесь живут и какие у них документы, пока сотрудники ICE и вторгаются в наши районы. Мы видим Америку каждый раз, когда молодые и пожилые стоят под проливным дождем или в изнуряющую жару, чтобы отдать свой голос. Мы видим Америку каждый раз, когда трудящиеся требуют большего не только для себя, но и для своих сограждан. Какая честь для каждого из нас — жить в стране, которую может формировать каждый ее житель. Какая ответственность лежит на каждом из нас — доказать, что мы достойны тех, кто был до нас. Какая сила есть у каждого из нас, чтобы сделать Америку еще ближе к тому величию, которое столь многие видели, впервые ступив на эти берега? К величию, которым Америка остается уже 250 лет. Спасибо. Да благословит Бог Америку. Да благословит Бог Нью-Йорк. И с Днем Независимости. Папа Лев в своем первом обращении к американцам после избрания понтификом призвал США оставаться верными идеалам свободы и равенства, заложенным в Декларации независимости. Получая медаль свободы Национального конституционного центра, он подчеркнул, что именно открытость страны для иммигрантов сделала Америку символом свободы для многих народов мира. Также понтифик заявил, что нравственное величие государства определяется его отношением к самым уязвимым людям. Я хотел бы напомнить слова, которые были подписаны отцами-основателями нашей страны 250 лет назад в Филадельфии в Декларации независимости. В ней говорится: «Мы считаем самоочевидными следующие истины. Все люди наделены своим Создателем неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Как сын этой великой страны, основанной мужественными мужчинами и женщинами, мечтавшими о свободе и лучшей жизни для себя и своих детей, я вместе с вами прошу Божьего благословения для будущего Америки, чтобы высокие идеалы, заложенные в Декларации независимости, и впредь направляли развитие страны в духе единства, справедливости и мира. На протяжении этих 250 лет для многих народов мира именно твердая решимость воплотить благородное видение отцов-основателей сделала Америку символом свободы. Страна открывала свои двери для новых волн иммигрантов, давая им и их детям возможность внести свой вклад в формирование будущего нации. Сегодня, когда мы смотрим в будущее, эта историческая годовщина дает нам возможность вновь задуматься об основополагающих принципах, на которых была основана страна, с надеждой, что Америка всегда будет верна мечте, благодаря которой ее называют землей свободных и домом храбрых. Нравственное величие нации проявляется прежде всего в ее способности поддерживать, защищать и беречь жизнь каждого человека, особенно самых уязвимых и тех, чья ценность ставится под сомнение. В честь 250-летия независимости США Эйфелева башня засияла праздничной подсветкой. На одном из главных символов Парижа появилась световая надпись «USA 250». Так Франция напомнила о многовековом союзе двух стран, который берет начало со времен войны за независимость США. Символом этой дружбы остается и статуя свободы, подаренная Францией Соединенным Штатам в конце XIX века. В Тегеране продолжается церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаминеи. В столицу Исламской Республики прибывают иностранные делегации, а состав гостей отражает круг нынешних союзников и партнеров Тегерана. Россию представляет заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. На церемонии он появился в темном френче, напоминающем сталинский стиль, после чего возложил цветы к гробу и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.
Одними из самых заметных участников церемонии стали представители движения «Талибан», которое контролирует власть в Афганистане. Делегацию возглавил министр иностранных дел Амир Хан Мутаки. Во время церемонии чтец Корана произнес так называемые «аяты победы». Этот жест многие наблюдатели расценили как символическую отсылку к приходу талибов к власти после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Почтить память Хаминеи также прибыли представители Катара, Омана, Турции, Ирака, Грузии и Патриотического союза Курдистана. В аэропорту Тегерана зарубежные делегации встречал мемориал, посвященный жертвам удара по школе в городе Минаб. Его размещение многие рассматривают как демонстративный политический сигнал для прибывающих иностранных гостей. По данным иранских властей, церемонии прощания продлятся несколько дней. После этого тело Али Хаминеи планируют перевести в шиитские религиозные центры Кум, Наджаф и Кирбелу, а затем похоронить 9 июля в Мешхеде. Вооруженные силы хуситов заявили, что помешали, по их утверждению, попытке саудовской авиации сорвать посадку иранского гражданского самолета в аэропорту Саны. В заявлении также прозвучала угроза нанести удары по аэропортам и другим объектам Саудовской Аравии в случае повторения подобных действий. Сегодня, в пятницу, в 5:20 утра, группа военных самолетов саудовского противника нарушила воздушное пространство над йеменскими провинциями, пытаясь помешать посадке в международном аэропорту Сана иранского гражданского самолета, на борту которого находились более 200 застрявших йеменцев, раненых и больных. Аэропорт Саны, как и весь Йемен, уже почти 11 лет находится под несправедливой блокадой. Эта попытка, по милости Бога, провалилась после того, как вооруженные силы Йемена применили несколько ракет противовоздушной обороны, вынудив самолеты покинуть воздушное пространство Йемена. В связи с этим вооруженные силы Йемена заявляют следующее. Во-первых, мы предупреждаем преступного саудовского противника о недопустимости повторных попыток нарушить наше воздушное пространство или совершить агрессию против нашей страны. Любые подобные действия встретят всеобъемлющий ответ с нанесением ударов по его аэропортам и жизненно важным объектам на суше и на море. Во-вторых, мы не намерены бесконечно мириться с несправедливой саудовско-американской блокадой нашей страны и примем все законные меры для ее прекращения. В Москве ожидают возобновления контактов с представителями президента США Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на 2 источника, близких к Кремлю, а также на 2 бывших дипломатов, которые на прошлой неделе посетили российскую столицу. По данным издания, российское руководство рассчитывает обсудить с американскими представителями возможные параметры прекращения войны в Украине и другие вопросы двусторонней повестки. Источники газеты утверждают, что Владимир Путин считает Стива Уиткоффа одним из ключевых каналов диалога с Вашингтоном и придает этим контактам особое значение, поскольку ряд вопросов, по мнению Москвы, может быть решен только при участии США. В то же время, как отмечает The New York Times, в Белом доме пока не видят оснований для такой поездки. Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы отправиться в Москву, если появятся новые темы для предметных переговоров, однако не намерены совершать визит исключительно ради символической встречи или совместной фотосессии. Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск, задействованной в войне против Украины. На совещании с высшим военным руководством начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов заявил о якобы взятии Константиновки в Донецкой области и сообщил о продолжении наступательных действий на нескольких направлениях. Сам Путин в ходе встречи повторил заявление о создании так называемой буферной зоны вдоль российско-украинской границы и пригрозил расширением контролируемой территории Украины в ответ на удары по российским объектам. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии. В июне месяце освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории. Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Ведутся уличные бои под Лимане. Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего
ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, но мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Но чем больше попыток противник будет проводить на подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Однако стоит отметить, что украинские ОСИНТ-проекты и западные аналитики пока не подтверждают полный переход города под контроль российских войск. По последним оценкам Института изучения войны, опубликованным за 2 дня до заявления Москвы, российские подразделения контролировали около трети территории города, а бои продолжались. Также аналитики отмечают, что в 2026 году темпы российского продвижения заметно снизились по сравнению с прошлым годом, а линия фронта остается крайне динамичной из-за постоянных боев и обширных серых зон. К слову, Путин вновь появился на публике в военной форме. После начала полномасштабного вторжения в Украину такие появления были крайне редкими. По открытым данным, впервые камуфляж он надел лишь в марте 2025 года во время посещения командного пункта в Курской области. Нынешняя поездка стала как минимум второй подобной публичной демонстрацией военной формы с февраля 2022 года. Гуманитарный склад Украинского Красного Креста в Киеве был полностью уничтожен в результате российского ракетно-дронового удара, нанесенного в ночь на 2 июля. На кадрах, опубликованных организацией, видны разрушенные здания, завалы и работа пожарных, которые продолжают ликвидировать последствия атаки. По данным Украинского Красного Креста, уничтожены около 320 тысяч единиц гуманитарной помощи. В организации заявили, что это серьезно осложнит оказание экстренной поддержки пострадавшим и проведение гуманитарных операций по всей Украине. По данным украинских властей, этот удар стал самым смертоносным для Киева с начала года. Погибли не менее 30 человек, десятки получили ранения, повреждения получили около 130 зданий. А вот версия Герасимова, которую он доложил Путину. В ночь с 1 на 2 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесен очередной массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате поражены 5 ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним. Кроме того, поражены логистический центр, 4 объекта топливно-энергетического комплекса, а также инфраструктура 5 военных аэродромов. В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, вследствие чего продолжает расти критическая зависимость киевского режима от поставок комплектующих, взрывчатых веществ и топлива из западных стран. Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным замыслом. Доклад закончен. Министры иностранных дел Украины и Польши встретились в Варшаве, чтобы обсудить вопросы, вызвавшие напряженность в отношениях двух стран. В польском МИД сообщили, что стороны договорились продолжать исторический диалог, основанный на правде, а также развивать военное и экономическое сотрудничество. По словам Варшавы, обе страны заинтересованы в снижении напряженности и укреплении партнерства. Вступление в Европейский Союз – это вступление в семью. А это означает, что мы доверяем друг другу, и это доверие основано на правде и примирении. Для меня одно из отличий Украины от России заключается в том, что в России до сих пор почитают массового убийцу Ленина, ему стоят памятники, тогда как в Украине эти памятники были демонтированы. Если бы в современной Германии существовали памятники Гиммлеру или Герингу, наши отношения с Германией были бы совсем другими. Поэтому мы надеемся, что Украина покажет нам, что ее героями являются люди, которых мы все можем принять, а не те, кто будет нас разделять. Хорватия, вступая в Европейский Союз, не возводила памятники людям, которые были важны для нее. Или, по крайней мере, для части общества. Даже если речь шла о событиях столь недавних, как Балканская война.
Не говоря уже о периоде Второй мировой войны, где во многих странах можно найти фигуры, вызывающие споры у соседних государств. Если вы хотите быть с кем-то друзьями, союзниками, вместе состоять в Европейском Союзе, вы не причиняете этому человеку боль и страдания. Я имею в виду, что между друзьями худшее, что можно сделать, это сознательно делать то, что, как вы знаете, причинит другу боль и страдания. Это фундаментальный принцип сотрудничества в союзнических организациях. И думаю, никого не должно удивлять, что Польша говорит об этом громко и прямо, потому что мы хотим относиться к Украине как к другу, а между друзьями принято говорить честно. После встречи глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что Киев предложил ряд шагов для урегулирования разногласий. Среди них консультации между министерствами иностранных дел, продолжение работы историков и поисково-эксгумационных проектов. Сибига подчеркнул, что Украина открыта к честному диалогу с Польшей, а возникающие между странами вопросы должны решаться путем переговоров, а не публичной конфронтации. Польша жизненно важна для Украины, так же, как Украина для Польши. У нас общий враг — Россия, и общий вызов — российская агрессия. Сегодня Украина защищает не только собственную безопасность, но и безопасность Польши и всей Европы. В 2022 году, в самый тяжелый для нас момент, Польша первой протянула Украине руку помощи, оказав беспрецедентную поддержку. Украина глубоко это ценит и всегда будет за это благодарна. Я еще раз подтвердил Радославу Сикорскому, что выбор названия одного из подразделений украинских военных не имел никакого антипольского подтекста. Мы уважаем историю других народов и ожидаем такого же отношения к нашей собственной истории и независимости со стороны партнеров. Хочу поблагодарить Радослава Сикорского за откровенный и конструктивный разговор. Наша задача как дипломатов — поддерживать диалог и использовать весь дипломатический арсенал для решения проблем. Пришло время оставить эмоции в стороне. Украина ведет борьбу за свое существование при поддержке союзников и партнеров. У нас достаточно мудрости, уроков общей истории и политической воли, чтобы положить конец аплодисментам в Москве, которая радуется любому росту напряженности между двумя ближайшими соседями. История не простит нам, если мы упустим эту возможность. Сотни жителей венгерского Дебрецена вышли на протест с требованием полностью запретить производство аккумуляторов для электромобилей в стране. Поводом стало расследование о серьезном загрязнении окружающей среды в районе предприятия китайской компании SimCorp. Участники акции заявляют, что экологические последствия работы подобных предприятий должны оцениваться не только на местном, но и на государственном уровне. По их словам, власти годами игнорировали риски для жителей региона. Последствия таких масштабных промышленных проектов настолько значительны, что их экологическое и социальное воздействие следует оценивать и анализировать не на местном уровне, а в рамках общенациональной стратегии. Этот вопрос необходимо пересмотреть. Безусловно, наша конечная цель, чтобы этим заводам здесь не было места. Участок между Дебреценом и Микиперчем — худшее место для их размещения. По данным местных исследований, в пробах грунтовых вод возле завода SimCorp обнаружили содержание алюминия, превышающее допустимые нормы в 13 тысяч раз. Именно этот случай стал отправной точкой для массовых протестов. После смены власти в Венгрии новая администрация заявила о пересмотре политики в отношении аккумуляторной отрасли. Премьер-министр Петр Мадьяр обвинил бывшее руководство Дебрецена в том, что оно знало о нарушениях экологических норм. По словам главы правительства, бывший мэр города располагал информацией о превышении допустимых показателей загрязнения задолго до того, как об этом стало известно общественности. Можно даже сказать, что он был покровителем аккумуляторных заводов. На протяжении многих лет он точно знал о случаях превышения установленных норм, о которых только сейчас начал говорить. Думаю, в Дебрецене Ласло Папу уже никто не верит. У него остался только один выход — немедленно уйти в отставку. Именно компетентные органы уполномочены проводить проверки и принимать меры под руководством правительственного управления. Если кто-то и располагает всей необходимой информацией, то это правительственное управление и вышестоящие инстанции. Поэтому ни премьер-министр, ни министр по охране окружающей среды не должны перекладывать ответственность на кого-либо другого. В конце июня власти временно приостановили лицензию завода SimCorp после обнаружения масштабного загрязнения воды. Компания заявила, что начала внутреннее расследование причин произошедшего. Тем временем министр окружающей среды Венгрии пообещал ужесточить экологические требования и предупредил, что предприятия, нарушающие закон, могут быть закрыты. Нью-Йорк готовится к одному из самых обсуждаемых светских событий года. По сообщениям американских СМИ, певица Тейлор Свифт и звезда Национальной футбольной лиги Трэвис Келси планируют провести праздничное свадебное торжество в комплексе Мэдисон Сквер Гарден.
Сама пара эту информацию пока не подтверждала. Однако вокруг арены уже несколько дней продолжается активная подготовка. На месте усилили меры безопасности, дежурят десятки полицейских, улицы частично перекрыты, рабочие устанавливают шатры и закрывают входы плотными занавесями, а к зданию прибывают грузовики с оборудованием и кейтерингом. Журналисты также сняли, как на территорию доставили белое свадебное платье. Тейлор Свифт считается одной из самых успешных и влиятельных певиц современности. А ее мировое турне Eras Tour стало самым кассовым в истории музыкальной индустрии. Именно поэтому американские СМИ уже сравнивают предстоящее торжество с королевской свадьбой, ожидая приезд сотен знаменитостей и огромный интерес поклонников со всего мира. По данным прессы, на празднике могут присутствовать около 1000 гостей. При этом издание New York Post со ссылкой на анонимные источники утверждает, что официальная церемония бракосочетания могла состояться еще накануне. А в Нью-Йорке запланировано именно масштабное празднование.